Игра кальмаров, недавно покорившая весь мир и завоевавшая миллионы зрителей, это не просто сериал, это настоящее мировое явление. Этот впечатляющий южнокорейский сериал стал одним из самых популярных в истории Netflix с момента премьеры. Сериал побил рекорды просмотров в США, Великобритании, Германии, Турции, Бразилии, Испании и десятках других стран. Благодаря захватывающему сюжету, глубоким темам и незабываемым персонажам, сериал оказал сильное влияние на зрителей как в психологическом, так и в социальном плане. В этом видео мы поделимся 5 интересными подробностями об этом необычном сериале, о которых вы, возможно, никогда раньше не слышали. Если вы готовы, начнем. Прежде всего, рекомендуем внимательно посмотреть наше видео до конца, чтобы не пропустить ничего важного. И не забудьте поставить лайк и подписаться на наш канал, чтобы увидеть больше подобного контента. Для начала давайте кратко рассмотрим основную информацию о сериале. «Игра кальмаров» была создана южнокорейским режиссером и сценаристом Хван Дон Хёком. Эта необычная история была изначально написана в 2009 году, но продюсеры много лет не брались за проект. То есть, пока Netflix, искавший контент, который мог бы охватить международную аудиторию, наконец не одобрил его. Сериал, который привлек значительное внимание во всем мире своим первым сезоном, выпущенным в 2021 году, стал самым популярным сериалом Netflix всего за несколько недель. Сериал исследует глубокое экономическое неравенство, моральные дилеммы и темные стороны человеческой природы, а также сосредоточен на захватывающей игре на выживание. Игра «Кальмар» была в основном снята в Южной Корее. Тщательно продуманные, огромные декорации, детские игровые площадки в постельных тонах, гигантские куклы и впечатляющие локации делают визуальную атмосферу сериала незабываемой. Съемочная группа воссоздала каждую игру в натуральную величину, предоставляя актерам возможность побыть один на один. Гигантская кукла, созданная специально для сцены «Красный свет, зеленый свет» в первой серии, с тех пор приобрела такую известность, что стала настоящей туристической достопримечательностью. Помимо актерской игры, дизайн костюмов, цветовая гамма и символическое повествование превратили сериал в икону мировой поп-культуры. Короче говоря, «Игра кальмаров» — это не просто соревнование на выживание, это глубокое исследование несправедливости современного мира, коррумпированной природы системы и того, на что готов пойти человек ради выживания. Давайте рассмотрим 5 интересных деталей, которые мало кто знает об этом незабываемом спектакле. Первая интересная деталь о сериале «Игра кальмаров» — преданность делу и вдохновение создателя Хван Дон Хёка. История создателя «Игры кальмаров» Хван Дон Хёка так же поразительна, как и сам сериал. Работая над этим проектом, Хвану пришлось пережить не только творческий риск, но и значительные физические и эмоциональные испытания. Из-за сильного стресса во время съемок он даже потерял 6 зубов. Некоторые из них ему пришлось удалить, поскольку давление негативно сказывалось на его здоровье. Однако его преданность этой истории не ограничивалась физическим истощением. Мотивация Хвана написать этот сериал была глубоко личной и эмоциональной. Мировой экономический кризис 2009 года напрямую повлиял на его семью. Его мать вышла на пенсию, и Хвану вместе с бабушкой и матерью пришлось занимать деньги, чтобы свести концы с концами. В то время он был безработным и относительно неизвестным сценаристом. Некоторое время из-за финансовых ограничений он проводил время в библиотеках, работая над сценарием, и писал от руки, поскольку у него не было ноутбука. Именно поэтому центральная тема «Игры кальмаров» — рискнуть всем, чтобы выжить, на самом деле стала отражением его собственных жизненных трудностей. Хван не понаслышке знал, на какие риски идут люди, погрязшие в долгах, и, облекая это в формат вымышленного соревнования, создал историю, которая была одновременно универсальной и глубокой. Более того, он написал этот сценарий еще в 2009 году. Однако тогда идея показалась слишком суровой, слишком нереалистичной и слишком рискованной, поэтому никто не хотел инвестировать в проект. Никто, включая Netflix, не проявил интереса. Так продолжалось до тех пор, пока спустя 10 лет не всплеск интереса к южнокорейским фильмам.
Таким образом, история Хван Дан-хёка, на которую никто не обратил внимания 10 лет назад, стала мировым феноменом. Эта деталь раскрывает: «Игра кальмаров» — это не просто сериал, это история самого человека, доведенного до предела своих физических и духовных возможностей и рассказанного миру. 2. Интересная деталь — скрытые визуальные подсказки, фрески и кукольная шпилька. В первом сезоне сериала «Игра кальмаров» ключевая подсказка, которую зрители могли пропустить, была спрятана на стенах комнаты актеров в общежитии. Поначалу эти фрески были полностью скрыты заваленными двухъярусными кроватями и вещами актеров. Однако по мере того, как игроки выбывали, а кровати убирались, фрески на стенах стали появляться одна за другой. Эти фрески фактически были точными копиями будущих игр. Такие моменты, как перетягивание каната, стеклянный мост и игра с формочками для конфет, присутствовали на этих стенах с самого начала. Продюсер Хван Дан-хёк использовал эту деталь, чтобы донести до зрителей сообщение: если вы были внимательны, все было очевидно с самого начала. Еще одна поразительная деталь была скрыта в гигантской кукле в первой игре сериала — красный свет, зеленый свет. При внимательном рассмотрении заколки для волос куклы можно заметить, что на ней выгравированы фигуры, использованные в финальной игре: круг, треугольник, квадрат. Более того, эти фигуры также символизируют сотрудников, которые играют важные роли в последующих эпизодах сериала. В то же время, заколка для волос, которую носил Сэбёк перед смертью, имела схожие мотивы, усиливая символизм пути, ведущего к смерти. Хван стремился проверить не только сюжет, но и зрительское восприятие с помощью этих деталей. Благодаря этим визуальным подсказкам «Игра кальмаров» представила не только историю выживания, но и интеллектуальную игру для внимательных зрителей. 3. Интересная деталь — символичные детали, упаковка подарков и тема смерти. Одним из самых ярких элементов игры в кальмары является ее украшение тонкими, но глубоко значимыми символическими деталями. Одна из них — подарочная упаковка, которую Сон Ги-хун дарит своей дочери на день рождения. Этот подарок, преподнесенный с невинной отцовской любовью, несет в себе яркий символизм, связанный с темами жизни и смерти, пронизывающими весь сериал. Форма подарочной упаковки напоминает гробы, в которых хоронят проигравших в играх, прямоугольная, черная, перевязанная розовой лентой. Это сходство может вызвать у зрителя подсознательное беспокойство, но также раскрывает осознанный выбор создателей сериала. По словам художников-постановщиков, эта деталь предполагает, что создатель игр принимает на себя роль Бога, распоряжающегося жизнью и смертью по собственной воле. Тот факт, что в упаковке находится зажигалка в форме пистолета, еще больше усиливает эту символику. Пистолет символизирует смерть, одно из фундаментальных последствий игр серии. Эта зажигалка, которая может показаться забавным или незначительным подарком, на самом деле имеет гораздо более мрачный подтекст. Несмотря на невинные намерения Ги-хуна, этот подарок — ироничная критика жестокости будущего, которую система предлагает нашим детям. В конечном счете, эта сцена не просто сцена отношений отца и дочери, это еще и эстетическое отражение основополагающего вопроса серии: кто определяет ценность жизни. 4. Интересная деталь — особенности персонажей и культурные отсылки. Игра в кальмаров захватывает зрителей не только захватывающим сюжетом, но и тонкими деталями и культурными отсылками к персонажам. Кан Сэбёк — яркий пример. Сэбёк, играющий северокорейского перебежчика, использует стандартный южнокорейский акцент в разговоре с другими актерами. Однако, когда он делится трогательными моментами с младшим братом или семьей, он возвращается к своему северокорейскому диалекту. Эта деталь раскрывает его осторожный и осмотрительный характер, который стремится скрыть свою истинную личность. Еще одна тонкая отсылка появляется в 6-й серии, где Джи Йон упоминает по имени актера, играющего организатора игры Ли Бён Хона, отпуская мета-шутку о внешнем мире. Такие отсылки помогают зрителям увидеть тонкую границу между вымышленным и реальным миром. Слово «ганбу» также имеет особое значение. В корейском языке «гэганбу» означает «лучший друг», тот, с кем ты делишь все свое существо. Этот термин используется на протяжении всего сериала в сценах, где темы дружбы и предательства обостряются, оказывая глубокое эмоциональное воздействие на зрителя.
Эти детали показывают, что «Игра кальмаров» — это не просто история о выживании. Она раскрывает более глубокий социологический пласт через историю, поведение и манеру общения персонажей. 5. Интересная деталь – межсезонные подсказки. «Игра кальмаров» выделяется не только яркими визуальными эффектами и драматичными сценами, но и скрытыми подсказками для внимательных зрителей. Сцены в первом сезоне, где Ги-хун рассказывает об играх, в которые он играл в детстве, фактически предвосхитили формат пятиборья из 6 человек во втором сезоне. Эти, казалось бы, детские игры легли в основу игр на выживание, с которыми мы сталкиваемся во втором сезоне. Это демонстрирует хорошо спланированную и многослойную сюжетную линию сериала. Кроме того, во втором сезоне выясняется, что фронтмен на самом деле игрок 001 из первого сезона. Некоторые внимательные зрители заметили, что фронтмен обычно левша, но в определенные критические моменты он переключается на правую руку. Это изменение интерпретируется как повествовательный прием, символизирующий его контроль над игрой и осознанный выбор. Такие детали показывают, что сериал постоянно удивляет зрителей и заранее устанавливает связи между сезонами. В конечном счете, «Игра кальмаров» запечатлелась в нашей памяти не только своими кровавыми играми, но и глубоко значимыми деталями. Этот сериал, покоривший миллионы зрителей на протяжении 3 сезонов, предлагал незабываемую историю о системной критике и человеческой психологии. Недавно завершив свой последний сезон, сериал стал легендой. Итак, как вы считаете, нужен ли «Игре кальмаров» 4-й сезон? Или же это должен быть еще один спин-офф, действие которого разворачивается в глубинах вселенной? Не забудьте поделиться своим мнением на эту тему в комментариях. Мы также будем благодарны, если вы подпишетесь на наш канал и поставите лайк под видео, чтобы увидеть больше подобных видео. До новых встреч, берегите себя и увидимся!